Вот так вот, вуаля. Топором бы было бы дольше и муторней. Вот мачетка маленькая. И практически она не затупилась. О как. Буду собираться. Опа. Вот чем еще хороша палатка конусовидная, пирамидальная. Тем, что можно взять вот так вот, откинуть, и тут образуется пространство. Вот, наверное, в таком варианте я и возьму, с маленькой внутрянкой на селигер. Вот. Многие говорят, мол, зачем нужно этот эво-коврик, если есть вот такой коврик. Но тут фишка в том, что сдувать такой коврик просто на земле очень неразумно. Можно проколоть его. Лучше его сдувать на эво-коврике. Сделано в Ирландии. Где мы, где Ирландия? Теперь уж фиг никакой Ирландии. Вот такой вот получается тоненький коврик. Очень тоненький. Теперь его надо это тоже, я вам скажу, ребята, не жалейте денег, покупайте. Да, дорогое, но очень-очень качественное снаряжение. Потому что здоровье-то дороже. Почка, если почки простудить, то ничего не нужно будет. Вот так вот. Потом скручивается. Вот так вот скручивается. Так, клапан закрываем. И вот он, вот, как литровая бутылка. И весит вообще всего ничего. У него есть мешок, которым надувать. Я в него убираю этот коврик. У него не знаю, зачем тут есть такая затычка. Вот. Коврик в него, чтобы не потерялся мешок. И потом вот сюда. Там ремнабор есть какой-то.
Надеюсь, не потребуется. То есть в другой раз уже такой коврик в этой жизни, я думаю, мне купить никогда не удастся. Есть у меня и самонадувные коврики, и сплавовский коврик на Примоловте, но это все шняга. Шняга, я вам скажу, в сравнении вот с таким ковриком. А коврик это, я думаю, даже не менее важен, чем спальник. Вот. И все. Убирается туда. Пилу я уже свернул. Вот пила. Теперь дело за спальником и за этим конденсатником. Спальник. Иди сюда. Иди. Все. Вот. Носки пуховые. Тоже вещь хорошая. Китайский Эгис Макс. И шапка. Типа псевдокапюшон спальниковый. Тема. Спальник тоже китайский. Вот он. Вот он каков. Оранжевый. Хороший спальник. Мне нравится. Очень универсальный. И зимой, и летом. Ну, до -5 где-то так. Он очень работает хорошо. А ниже -5 я использую Баск Каракарам. Тоже, можно сказать, оверкилл, но лучше уж в тепле быть. Вот он. Ой. Так. Вот это вот кайвековский конденсатник. Он у меня чуть-чуть порвался вот здесь вот. Да я вот так вот, не помню, где-то там на Селигере, возможно, а может еще где-то пытался. Вещь хорошая. То есть это можно рекомендовать. Можно его рекомендовать. Может, потом подошью, посмотрим. В принципе, это никак не влияет. Никаким образом. А теперь его надо засунуть в пакетик. Пакетик. Залезай. Залезай. Туда. Внутрь. Как Барабас Буратино пугал. Говорит, я тебя сейчас прям в огонь, прям в камин. Как брошу. Но Буратино не хотел. Он же деревянный был. Ну, страшно это. Да и нам тоже страшно в огонь. Не только Буратино. Вот весь Тайвек. Вот такой. Легчайший. Это, ну, грамм 100, наверное, такой тип. Так. Теперь спальник. Вот. Надо вначале расслабить эти лямки. Ну и после похода спальник обязательно надо сушить. Потому что в любом случае влага в нем, испарения от человека различные идут. И пух там все это впитывает. Это пуховый спальник.
Вот, поэтому сушить его надо обязательно. И дома, и когда в многодневный поход, все равно надо сушить. О, какой он раздулся. Хороший спальник. И недорогой был. Вроде как говорят на гусином пуху. Конечно, не мармот, где там 990 там FP. Но тоже так нормально. Тут FP. Вот сюда же я... Вот здесь хороший пух. Вот это может пойти как в мармоте. Вот эти вот. В них даже и выходить можно. Прочная ткань. Я вот в туалет выходил в 6 утра. Вот. Опа, сюда. Весь спальный гарнитур. Ну, это вот... Что это такое? Это... Такой вот капюшон. То есть как бы капюшон от спальника можно не надевать, а вот эту только. И так комфортнее как бы несколько. Мне нравится эта штучка. Особенно в такое время. Летом-то она, конечно, не особо нужна. А вот когда прохладно немного, то лучше иметь. Ну и вот тоже этот самый вкладыш. Но это я когда голый сплю, чтобы не марать спальник своим телом. На нем же жир, там всякое вот это вот все. Вот. Чтобы спальник не марать. Но сегодня я спал в термобелье. Ну, просто так захотелось. В принципе, немножко менее комфортно, чем когда голышом. Но тоже ничего. Встал я. Мне было ни до чего. Залез. Но вообще в том термобелье, в каком вы ходите днем, лучше в спальнике не спать, потому что оно тоже отсыревает немного. Лучше отдельные, хлопчат-бумажные какие-нибудь там. Вот в них спать комфортно, не в синтетике. Ну, можно. Вот у меня сплавовское термобелье. Конечно, хотелось бы Севера там или еще что, но это для состоявшихся людей, а я-то человек простой, не особо состоявшийся. Вот. Ну и вот спальник, вот коврик, вот тайвек. Вот это вот система для сна. Что у нас там еще? Подушка. Ой, не очень. Не очень она себя показала с хорошей стороны. Неудобная она. Ну, может, для чего-то она и годится. Ой, для чего-то она и годится. Но так, в общем, она довольно отстойная. Западные люди, у них там какие-то супер подушки есть. Не знаю. Ну, это, конечно, нужная вещь, потому что спать, когда спишь, особенно на коврике, там голова, подушка. Но я обычно что, набиваю пакет из-под спальника, набиваю вещами. И как подушку применяю. Опа. Вот так. Вот так. Ну, это ладно. Это подушка. Жалкая подушка. Так. Что-то еще у нас там осталось. Ой, господи. Ой. Ну, что тут осталось? Кое-какие вещи.
Вот и все. Вот и осталось лишь боль и усталость. Вот так-то. Ничего не осталось. Физическая сила. Так. Вытаскиваем. Это я ползаю внутри палатки и отцепляю внутрянку тут. Отцепляю, значит, отцепляю. Я внутрянку отцепляю. Ой-ой-ой. Отцепляю. Вот туда. Проползаю. И отцепляю. Все. Отцепил. Так. Вот так. Кстати, обратите внимание, что ножны для мачете, хотя здоровые, но не мешают ползать там как угодно, потому что они на гибком подвесе. Вот так вот. Не садиться, не ползать, ничего они не мешают. Вообще их не замечаешь особо. Так. Вот, значит, палатка. Внутренняя. Вот она так выглядит. У нее сверху есть подвес, и там есть зацеп. Так вот делается, и по низу она там прикрепляется. Вот. У нее есть сеточка типа от насекомых. Такая есть снаружи. Низ у нее водостойкий из силикон. Легкая. Она весит полкило, может там, ну может еще и меньше, может грамм 300. Ну, в общем, она очень легкая. Ну, что тут? Этот весит тоже меньше килограмма тент. А пространство там ого-го какое. Так, идет сюда рюкзак. Потому что в рюкзаке, рюкзак, кстати, небольшой, литров 60 или типа того. А в рюкзаке у нас есть вот что есть. Чехлы для палатки. Вот, собственно, чехольчик для внутрянки. И туда ее Арикси называется. Вся эта система, это тент и внутрянка. И вторая внутрянка большая у меня есть. Все это Арикси. Что это значит? Вот, не знаю, видно, не видно. Арикси XY или I. Арикси. Какой-то китайский бренд. Ой, китайский. Хорошая палатка. После того, как такие палатки распробуешь, на дуговые смотреть не хочется. Это настолько универсальная, легкая, удобная, вместительная, что дуговые не вариант. Так, ну что ж. Теперь нам надо тент демонтировать. Оп. Кол этот, но он довольно тяжелый. Его не обязательно брать там, где лес есть. Вот лес. Видите, там есть лес. Лес, там растут тоже такие колы во множестве. Но я люблю брать кол. Не знаю почему.
такой бзик. Вон у меня там два стоит этих кола. Но я почему-то его очень люблю. И даже была мысль купить карбоновый кол. Но потом подумал, нет, нет. Это все-таки мне очень дорого и недоступно будет такие покупки. Зачем? Простым людям не полагается карбоновые колы. Вот, теперь я собираю все колышки, чтобы они не терялись. Это вот ветровые растяжки. Сделал ветровые растяжки, ветра особо не было. Но тут закон известный. Не сделаешь, будет ураган. А сделаешь, не будет ветра. Так что лучше сделать, и тогда будет спокойно на душе. Вот, раз собираю эти, значит, колышки в мешочек. Мешочек. Собираю их все постепенно. Главное, не торопясь. Торопиться тут ни к чему. Ну, конечно, всякие бывают обстоятельства. Различные. По-разному бывает. Может, иногда и надо торопиться. Но в данном случае пока вроде время есть. Поэтому я не буду торопиться. Торопись, не торопись, а результат один. Хочешь жни, а хочешь куй. Результат будет один. Да уж, жизнь пошла невеселая. Вот все колышки я собрал. Вроде как колышки собрал, да? Теперь ветровые растяжки отцепляем. Отцепляем. Опа. Отцепляем. Растяжки ветровые. Ветровые. Так. Все это надо собирать в пакетик. Вот в этот вот. Чтобы потом не возникало вопросов, где, чего, как. Но веревки мне надо, видимо, будет купить еще. Потому что у меня такой дефицит веревок образовался. Дефицит. А веревки нужны. Очень сильно нужны. Очень они нужны. Веревки-то. Веревки нужны. И для палатки,
лампочки и для всяких других дел, и печь растягивать. Конечно же, на Селигер возьму печь, очевидно. Без печи, ну как, я же там буду готовить, капусту там тушить, суп варить, рыбу жарить. Надеюсь, что такое будет там тоже. Для этого всего печь очень пригодна. А тут мне что-то как-то и готовить не хотелось ничего. Так, поел сушек. Вон хлеб есть черный. Не пропаду. А суповой набор из картошки и лука повезу обратно. Будет такой набор путешественник. Я могу и тут выбросить кабанам на потеху. Что это у нас? Вот, легчайшая. А то там какая-нибудь двушка весом 3 килограмма, которую еще и не развернешься. Нафиг это все надо? Ну понятно, если вы там на каменистых каких-то местах ставите, там еще что-то, там дуги, да, может быть. Хотя это тоже можно поставить где угодно, просто не вбивать колья в землю, а камни, собственно, использовать. Может быть, в каких-то горных там восхождениях дуговые палатки определенного рода, они необходимы. Ну вот так вот, как бы, я считаю, что все-таки пирамида, она бьет все другие палатки. По весу, по вместительности, по удобству, что там высоко достаточно, с печью идеально совмещается. Да и недорогая. У нас продают какие-то палатки. Вот она в 2 раза дешевле, чем палатка там дуговая отечественного производителя, не самого лучшего, какого-нибудь сплава там, например. Или в 3 раза дешевле, чем... Или там в 10 раз дешевле, чем Севера. Или этот самый, как его... Хилиберг. Она больше, чем в 10 раз дешевле, чем Хилиберг. Хилиберг нам не светит. Ах, вот. В общем-то, и все собрано. Вот все. Leave not trace. Не оставляйте следов. Ну, тут и нет следов. Сейчас все в рюкзак покидаю. Сложу. Посуду сложу, еще чай заварю и туда пойду, в лес. Через лес. Потом туда далеко. А там и остановка электрички. И поеду. 3 с лишним часа. Да еще сейчас воскресенье вечер после праздника. Будет народ глубинный возвращаться. Ох, что там я не засмотрелся. То вот надо иностранцев приглашать, чтобы они проехали, разок посмотрели эту электричку в воскресенье вечером. Из Мурома, которая едет. Там люди на сутки, там все вот это вот суровые. Ой. И они бы тогда забоялись. Забоялись бы и сразу сдались бы все. И, в общем, полное было бы полная победа над всеми. Всемирное господство бы наступило. Как-то раз шел такой, в туалет надо было сходить, через вагон иду, тамбур, пытаюсь дверь открыть, толкаю, не поддается, чувствуется что-то мягкое там, но я поднажал, а там человек лежит пьяный, просто вот очень сильно пьяный, просто в тамбуре, там наплевано, грязь, и вот он там лежит. А рядом еще другие стоят, курят там что-то, гы-гы, народ. Такой вот. Нет, ну есть и приличные люди, но в основном на этом направлении, конечно, казанском,
суровый народ едет, суровый. Такой вот близкий к земле, к почве. Может, еще к чему. Ну, в общем, это тоже своеобразное испытание. Такая поездка на этой электричке. Я иногда даже в Черустях пересаживаюсь. Ну, там полчаса-час подожду. Пусть позже приеду, но не на такой жуткой электричке, как зверинца там. Прости, Господи. Ладно, что рассуждать? Надо собираться. Ну вот, завершен поход. Пора тушить костер. Все. Теперь в путь через лес. Ах. А пенек так и не сгорел до конца. Вот что такое лучковая пила. Хорошее дело такая пила. Да и силка неплохая. И мачете. В общем, с хорошим снаряжением надо ходить. С грамотным. Тогда будет удовольствие. Все, отправляюсь. Осталось 1,5 часа до электрички. Ну вот, почти дошел я до станции. Не без приключений. Снег тут лежит. Остатки снега еще есть. А приключение-то было в чем? Я в лесу сбился с пути. И ушел немножко правее. И все, попал в болото. Труднопроходимое. По пояс там провалился в воду. Потерял бутылки. 7 или 8 лет ими пользовался. Теперь они вот в болоте там находятся где-то. Вот так вот. Да еще вообще день какой-то не очень был. Верхнее кольцо у спиннинга сломалось. Блесну потерял. В реке зацепилась. Вместе с поводком хорошим. Вот так вот. Очень надеюсь, что больше ничего плохого не случится. Очень надеюсь. Вот. Машины там уже едут на электричку. А до электрички осталось метров 300-400. Может 500, не знаю. Но там уже вот видны знаки там. Это Тасино. Вот лесничество Тасинское, знак. Это значит уже недалеко железная дорога. Да, вот она, собственно. Ой, дошел. Хорошо вышел пораньше немного. С этим болотом, конечно, приключилось неприятно. Не раз я там блуждал. Лес очень глухой, труднопроходимый. Чуть ошибешься, и все, назад дороги нет. Вот, осталось дойти. Буквально совсем немного. Совсем немного осталось. Но только плохо, что вода набралась в сапоги. Я там вылил немного. Но все равно там вкладыш, там носки. Все это хлюпает. Но поскольку сапоги Эва, то не холодно, они теплые. Вот. Конечно, лучше было болотники какие-нибудь. Но что есть. Не смертельно. Живы будем, не помрем. Ничего вроде других повреждений никаких нет. Ну, посмотрим.
Чуть было не упал вообще туда, в это болото. Кое-где там глубоко. По бобровым хаткам шел. На лэп вышел. Тогда уж от сердца отлегло. Думаю, блин, куда ж я забрался-то, в какую страшную переделку. Но ничего, Бог миловал. Выбрался я. И вроде успеваю на электричку. Вроде успеваю. Вот народ на электричку спешит. А это вот дом, который тут разрушается уже много лет. Вот. Почти около самой станции. Туда-сюда снуют перевозчики. Народ возит. Пыль столбом. 200 рублей стоит проезд. Золотое дно. Вот тут столик, где я собираюсь, когда прихожу сюда. Солнечный вечер такой хороший. А вот и дорога железная. Вот все, там станция, там. Эх, московские номера. Все, по сути, пришел. А пришел я вот оттуда. Тасина. Экономика